Только потушили, и новый прилет, взрывы, пламя и потеря мощностей. Город на грани катастрофы. Перемирие нарушено. ЧП или корабль был атакован. Американский эсминец в огне. Пекин поднимает ставки. Китайские товарищи угрожают США. Раскол в верхах режима усиливается. Высшие чиновники вступили в схватку за влияние с силовиками. Неосторожность или диверсия. В стране НАТО пылают леса. Вокруг полигонов объявлена эвакуация. Пытался сидеть на двух стульях, а попал в просак. Дружба с Путиным и Кадыровым обошлась дорого этому президенту. Трамп выводит войска из Европы, а бизнес его сыновей заходит в Центральную Азию, чем займутся Эрик и Дональд-младший. Линия фронта снова сдвинулась. Продвижение ВСУ на Донбассе – хорошая и плохая новость. Об этих и других событиях к вечеру пятницы 1 мая. Самые важные события прямо сейчас. Нефта, Украина, Россия, Беларусь и мировой контекст. Украинские дроны снова атаковали нефтяной терминал в Туапсе. Загорелись как минимум 2 резервуара. Пожар прибыли тушить более 120 спасателей. Город частично остался без света и интернета. Это уже 4-я атака за 16 дней. Завод не работает с середины апреля. Предыдущие пожары тушили по несколько дней и только успели справиться, как прилетел новый удар. Только потушили, и снова ночью прилет. Последствия уже вышли за пределы города. Горящие нефтепродукты разливались по улицам, в воздухе фиксировали опасные вещества. Дым накрывал несколько близлежащих городов, а пятно в Черном море растянулось на десятки километров. Крупное ЧП на американском боевом корабле. На борту USS Higgins произошло крупное возгорание. Пентагон не уточняет, где точно случился инцидент. В сообщении говорится только то, что это произошло в зоне Индо-Тихоокеанского командования. А это ключевой регион присутствия американского флота и не только из-за войны с Ираном. Пожар серьезно. Повреждены системы электроснабжения и двигатель. Источники CNN заявили, что экипаж из 300 моряков оставался практически беспомощным в течение нескольких часов. Причины пока не называют, а пострадавших не сообщается. Но есть важный фон. Издание Хакин утверждает, что ранее появлялись сообщения об атаке со стороны корпуса стражей Исламской революции по некоему американскому эсминцу. Россияне снова атаковали Одессу и Измаил. В областном центре дроны попали в 2 многоэтажки. Вспыхнули пожары. По данным властей, пострадали как минимум 5 человек. Повреждены жилые дома и инфраструктура. Удар пришелся и по порту. Россия каждый день бомбит города Украины, но война продолжается не из-за этого. Так думает президент самой могущественной страны. Дональд Трамп взялся за старое и винит кого угодно, но не агрессора. Крайними оказались европейские политики и один американец. Знаете, они устроили в Украине настоящий беспорядок, полный беспорядок, и мы помогаем им с Украиной. Украина тут ни при чем. Знаете, нас разделяет океан. Это касается их. Для них это как будто их собственные двери. Мы им помогаем, а Байден дал им 350 миллиардов долларов, что было безумием. Это одна из причин, почему война продолжается. Как вам это новое заявление Трампа? Делитесь впечатлениями. Ну и пока президент США в очередной раз обвиняет европейцев в том, что сделал Путин, кое-кто начал открыто угрожать Америке. Глава китайской дипломатии товарищ Ван И в телефонном разговоре с Марко Рубио неприкрыто давил на представителя Вашингтона. Его слова цитирует МИД КНР. Вопрос Тайваня касается ключевых интересов Китая. США должны придерживаться своих обещаний и сделать правильный выбор, чтобы открыть новое пространство для китайско-американского сотрудничества и приложить должные усилия для мира во всем мире.
Этот разговор не случайен. До встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине всего 2 недели, и коммунистический режим уже поднимает ставки перед этими переговорами. Обе стороны должны защищать с трудом достигнутую стабильность, хорошо подготовиться к важным встречам на высоком уровне, расширять сотрудничество и урегулировать разногласия. Между странами пока действует хрупкое перемирие по торговле, а конфликт США с Ираном остается неразрешенным. В Тайване уже высказывают опасения, что независимость острова может стать разменной монетой в переговорах Трампа и Си. Раскол режима Аятолл усиливается. По данным Iran International, президент Масуд Пезешкиан и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф хотят сместить главу МИДа Аббаса Аракчи. Причина серьезная. Дипломата обвиняют в том, что он вел переговоры с США под влиянием руководства Корпуса стражей Исламской революции и не ставил в известность политическое руководство страны. Источники утверждают, что последние недели он координировал свои действия с командованием КСИР. Это вызвало серьезное недовольство президента. Мало российских дронов, которые в последние месяцы прицельно били по вокзалам и поездам, так еще и это. Пассажирский состав Киев-Ужгород сошел с рельсов. Утром во Львовской области он столкнулся с автокраном. По предварительным данным, погибли машинист и водитель крана. Помощник машиниста выжил, но получил тяжелые травмы. Причина – техника пересекала переезд в момент прохода поезда. Наш машинист погиб. В поезде были врачи, пытались спасти, но, к сожалению, без шансов. Погибший машинист, наш ветеран, вернулся с фронта, приступил к работе. Информации о пострадавших пассажирах не поступало. На месте работают медики и полиция, выясняют, как автокран оказался на путях, можно ли было избежать этой аварии. Тревожные новости из Европы. Всего за 2 дня в Нидерландах произошло уже несколько пожаров на полигонах. Последний в провинции Северный Брабант во время учений. Из-за пожара эвакуировали примерно 1500 человек из центра для беженцев, расположенного рядом с полигоном. Параллельно горит еще один полигон в Северном Лимбурге. Там пылает растительность. Стихия затронула аэропорт Кемпен. Персонал и пассажиров пришлось эвакуировать. Часть пожаров могла возникнуть из-за учений, но полыхает не только возле полигонов. В стране выдалась крайне засушливая погода. Власти впервые вынуждены были попросить помощи в тушении у европейских партнеров. Как думаете, в этот раз обошлось без руки Москвы? Дружеские чувства Александра Вучича по отношению к России и Путину дорого обходятся его стране. Европейский Союз приостановил выплаты Белграду. Об этом на конференции во Фрибурге заявила еврокомиссар по вопросам расширения. Существует правило. Прежде чем страна сможет вступить в ЕС, ее внешняя и оборонная политика должна быть полностью согласована с политикой Евросоюза. Это означает, что нельзя сидеть на 2 стульях и одновременно пытаться получить все. Речь идет о серьезных деньгах под угрозой до 1,5 миллиарда евро. Последней каплей стала история с выдачей сербского гражданства племяннику Рамзана Кадырова. Паспорт Якубу Закриеву хоть и аннулировали после скандала в СМИ, но было уже поздно. Кроме того, Брюссель обвиняет Белград в принятии законов, подрывающих независимость судебной власти, в репрессиях в отношении участников протестов и во вмешательстве в деятельность независимых СМИ. Главный союзник по НАТО снова угрожает другим членам Альянса. На вопрос о возможности вывода американских войск из Европы Трамп ответил утвердительно. Да, возможно. Вероятно, так и будет. Почему бы и нет? Италия нам совсем не помогала, а Испания вела себя ужасно. Абсолютно ужасно. Параллельно Трамп снова раскритиковал Фридриха Мерца. Ранее президент США написал о возможном выводе войск и из Германии. Вот только какие глобальные операции Вашингтон сможет проводить без доступа к базам в Европе?
ВСУ снова теснят захватчиков. По данным Американского института изучения войны, украинские силы улучшили позиции в районе Славянска и Константиновки в Донецкой области. Речь идет о продвижении сразу на нескольких участках. В частности, бойцы продвинулись южнее Колодязов и заняли позиции возле Константиновки. Есть успехи и в районе Дружковки. Там силы обороны вытеснили противника с части позиций, которые тот ранее считал своими. Но и россияне продвинулись. По данным аналитиков института, это произошло в направлении Гуляйполя Запорожской области, в частности в районе Чаривного. Пока Дональд Трамп намекает на вывод американских войск из стран ЕС, его семья заходит в Центральную Азию. Сыновья президента Дональд-младший и Эрик стали совладельцами компании, связанной с добычей вольфрама. Об этом пишет Financial Times. Схема сложная, но суть простая. Через серию сделок их структура получила долю в проекте разработки месторождений в Казахстане. Речь идет о стратегическом ресурсе. Вольфрам используют в оборонке и промышленности. Под такие проекты США уже одобрили более 1,5 миллиарда финансирования. Официально сыновья президента пассивные инвесторы, но конфликт интересов достаточно очевиден. Няня, курьер, домработник в одном корпусе. Китай делает ставку на универсальных роботов. Китайская компания Kinetics AI представила гуманоидного робота Кай. Он умеет складывать одежду, доставлять заказы и даже играть с детьми. Разработчики заявляют главное: он не просто выполняет команды, робот сам оценивает обстановку и принимает решения. Цена вопроса около $20 тысяч. Это уже уровень бытовой покупки, а не лабораторного прототипа. И тренд очевиден. Роботы постепенно выходят из заводов в дома. Вопрос уже не будут ли, а как быстро заменят людей в повседневной жизни. Где Россия теряет территории? Какое оружие нового поколения США планируют применить в Иране? Какие требования к Киеву выдвинул новый лидер Венгрии? Где обстреляли сотрудников ТЦК? И какое странное заявление сделал Валерий Залужный? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже утром.